Посмотри на нее. Игра в блесны завораживает. Правда? Этот медный танец в воде, эти блики, эта вибрация. Она словно живая. Ты наверняка думаешь, как мне сделать такое? Как создать этот шедевр? Тот, что приманит рыбу моей мечты. Считаю, что для создания блесны нужны сложные инструменты, дорогие металлы, никель, серебро, мельхиор, целая научная лаборатория. Да нет, забудь об этом. Просто посмотри вокруг. Загляни в старый гараж, сарай, на дачу. Тебе не нужны дорогие материалы. Подойдут крышки от бабушкиных закаток. Главное металл. Он должен быть не слишком тонким, не слишком толстым. Ты должен легко его обработать. Идеально от 0,3 до 0,7 мм. Такой металл режут обычные ножницы по металлу или даже крепкие бытовые. Вот они, твои материалы. Именно из таких, казалось бы, бросовых материалов ты сделаешь уникальные блесна. Они идеально подойдут для ловли на отводной поводок или для спирулина. Это легкие, почти невесомые приманки. Хищник атакует их без раздумий. Простота – их сила. Секрет их уловистости в том, что они танцуют в воде, блесна движется. Она создает особые волны, колебания. Главное в блесне ее игра и те колебания, которые он создает. Это словно ее характер. Для наших первых шагов ничего изобретать не нужно. Есть проверенное. В прошлом веке рыболовы успешно ловили на обычной столовой ложке. Им не нужно было придавать форму, она уже была. Иногда даже идеальной. Нужно было лишь просверлить пару отверстий для крючка и лески. Это работало. Я часто нарушал правила в нахлысте и продолжаю это делать в спиннинге. Часто слышал про форму, симметрию, но главное это игра, колебания блесны. Ты можешь взять даже обычный прямоугольник из металла и заставить его двигаться так, как нужно именно тебе. Среди самых уловистых и простых в изготовлении форм, которые вдохновляют мастеров, это ложка, вытянутая капля. Ложка, ее изгиб интуитивно понятен. Капля, классическая форма, она отлично работает на разных проводках. Эти формы гарантированно будут отлично работать. Они привлекут хищника. Это понятно, не требует никаких расчетов. Форм много, но ложка, вытянутая капля, ивовый листок, овал, ромб – это те классические формы, которые работали и будут работать. На начальном этапе запомни главное. Ложка хороша на водоемах без течения. Ее широкие размашистые колебания отлично привлекают рыбу в спокойной воде. А вот на реках, где есть течение, лучше показывать себя овал, вытянутая капля. Их узкий профиль позволяет стабильно двигаться в потоке. И, наконец, на быстром течении твой выбор – овал, ивовый листок. Главное правило нарушать нельзя. Чем быстрее течение, тем уже блесна. Овальная она или прямоугольная, неважно. Узкая блесна, меньше уходит штопор, ее не так сильно выносит на поверхность. И еще важный момент. Чем сильнее выпуклость или изгиб, тем размашистее движение. Хочешь, чтобы твоя приманка очень душевно размахивала кормой, сделай более сильный изгиб. Это твоя возможность настроить блесну под конкретные условия, под предпочтение рыбы. И знаешь что, чтобы сделать блесну выпуклой, придать ей тот соблазнительный изгиб, тебе не понадобятся сложные станки или какие-то 3D модели. Забудь об этом. Достаточно молотка и обычного мебельного болта. Я начинал с болта М6 с полукруглой шляпкой. Да, того самого, что, скорее всего, у каждого есть в ящике с мелочами. Шляпка мебельного болта сферическая, полукруглая. Это ключевой момент. Дрель станет твоим главным помощником для сверления отверстий под крепеж. А что касается шлифовки и полировки поверхности блесны, это твои эксперименты и условия ловли. Иногда яркий блик полированной блесны работает отлично. Но есть условия, когда матовая шлифованная поверхность может быть гораздо уловистее. Рыба имеет свои вкусы в разных условиях. И мы имеем возможность создавать блестящие или матовые приманки. И то, и другое создают массу преимуществ. А теперь важный совет для начинающих. Начинайте именно с колебалок, осваивайте их формы, экспериментируйте с изгибами, размерами. Не пытайтесь сразу зайти в мир микроколебалок. Меньше размер и вес сложнее сделать идеально. Но с каждой блесной, с каждой пойманной рыбой твои руки начнут чувствовать металл. И самое удивительное, ты сделаешь колебалку, допустишь ошибку в изгибе или центре тяжести, и она сама собой превратится в идеально работающую вертушку. Да, именно так. Природа иногда преподносит сюрпризы. Твои ошибки могут стать твоими открытиями. Наверняка ты боишься, что получится некрасиво, будут смеяться. Не бойся, смеются не плачут.
Каждая твоя попытка сделать блесну тебя будет приближать к шедевру. Даже если блесна смотрится нестандартно, это твой шаг к мастерству. Помни, рыба не оценивает симметрию. Ей плевать на красоту. Ей нужна игра. Иногда небольшие отклонения, необычные изгибы создают ту самую неповторимую игру, которая сведет рыбу с ума. Правила созданы, чтобы их нарушать. Твоя уникальность – твое главное преимущество. Ты делаешь приманку своими руками, вкладываешь в нее не только свое время, но и часть своей души, свою энергию, свой замысел. Заводские блесна, какие бы качественные не были, это массовое бездушное производство. Твоя блесна – продолжение твоей мысли, твоего терпения, твоего желания поймать ту самую рыбу. Именно поэтому то, что сделано руками, ловит лучше. Не верите, не уверены, можем поспорить. Блесна – это не просто блеск металла, это энергия твоей души. Кто доволен жизнью, того не постигнет горе. Как и чем красить? Ну вот говорят, все красят блесна, но как часто бывает, абсолютное большинство находило истину там, где ее нет. Не торопись бежать за красками, аэрографами. Можешь пойти по моему пути, используй легированную сталь, которая даст тебе серебристый цвет. Используй медь, используй алюминий, который при полировке очень похож на серебро. Этих цветов вам хватит практически на все случаи рыбалки. Они универсальны. Проверены не только мной, но и другими рыбаками. Главное, научись и пойми принципы движения. Найди свои идеальные формы и изгибы. Те, что безупречно танцуют в воде. Вот тогда и только тогда придет время подумать о покраске. Но помни, блесна из простых крышек и банок очень легкие. Они хороши для первых шагов. Они хороши для ловли на сбирулина, на ловли на отводной. Но они не подойдут для ловли в отвес летом или со льда зимой. Для этих целей нужны другие материалы. На приемках металла ты найдешь листовую медь, латунь, те же трубки. Их можно превратить в уловистые приманки. Они работают как на проводке, так и на падении, при ловле в отвес. Но дорогу осилит идущий. Практика на воде и рыба все расставит по своим местам. И как бы над тобой не ржали, не крутили пальцем у виска, сделал блесна, вышел на воду. Сделал блесна, вышел на воду. У каждого рыболова есть свой стиль в рыбалке, как в жизни. Кто-то любит ходить прогулочным шагом, кто-то летит и всех обгоняет. Делая блесна своими руками, ты быстро найдешь варианты, которые будут именно у тебя идеально работать. Не бойся, если колебалка уходит в штопор. На отводной она однозначно будет работать. Каждая твоя самодельная приманка – это маленький исследовательский проект. Каждый пойманный на нее трофей – это результат, твоя личная победа. Твое подтверждение, что я смог, я сделал это своими руками. Так что не бойся начинать. Бери в руки инструменты, иди тихонько на кухню, в гараж, на дачу и делай. Пусть твоя фантазия ведет тебя.